Жизнь Нины П., имя было изменено, вполне можно назвать чудом. Хотя легкой ее не назовешь. Женщина дважды была на грани смерти и оба раза выжила. Сначала муж-алкоголик нанес ей 6 ножевых ранений. В больницу Нину привезли с нитевидным, едва заметным пульсом, но врачи сумели ее спасти. Второй случай еще страшнее, хотя представить это сложно. Ее почти целый жуткий час рвал на части огромный медведь. А потом зверь закопал женщину в землю и несколько раз возвращался, слизывал кровь. Но и после этого ужаса она смогла остаться в живых. В лесу, недалеко от города Тында, хищник изорвал ей ноги, шею, фактически снял скальп. В сегодняшнем видео мы покажем, как теплый весенний день 2015 года превратился для женщины в самый ужасный в жизни. Вы увидите, как она смогла спастись, что чувствовала в жуткие моменты противостояния со зверем, как пыталась отбиться, но лишь разозлила хищника. А если вы досмотрите выпуск до конца, узнаете, как складывается жизнь Нины после пережитого ею кошмара. Поехали! В день, который расколол жизнь нашей героини на до и после, она отправилась вместе со своей соседкой Викторией Г., которой было на тот момент за 80 лет, за березовым соком на сопку. За разговором женщины не сразу заметили, что за ними увязалась третья попутчица – маленькая собачонка по кличке Герда, которую много лет назад совсем крохой принесла домой дочка Нины. Дойдя до распадка, женщины разошлись по разным сторонам, чтобы не мешать друг другу собирать урожай сока. И тут Герда неожиданно зашлась в неистовом лае, начала метаться и тревожно вглядываться в глубину перелеска. Раздался треск, и из-за кустов показалась морда медведя. Нина от страха побежала прочь. Далее события разворачивались как в фильме ужасов. Не добежав до Нины несколько метров, косолапый резко повернул в сторону и попытался залезть на дерево. Березка оказалась хлипкой, и зверь шмякнулся рядом с обезумевшей от ужаса женщиной. Она вспоминает, что после этого и началось самое страшное. Медведица была напугана, но это я поняла только потом. Тогда она встала на 4 лапы и начала меня обхватывать. Когда укусила первый раз, я поняла, что она меня уже не отпустит. У меня в руке был инструмент для сбора березового сока. Я пыталась им защищаться, но, как вы понимаете, делать это было бесполезно. Как и ожидалось, инструмент, который был у женщины, не помог. Когда Нина пыталась проколоть глаз зверю, хищник только сильнее разозлился и вцепился ей в шею. А потом повалил жертву на землю, положил лапы на плечи и вонзил в них когти. В те минуты Нина думала, что медведица разорвала ей сонную артерию. В этот момент на крики героини прибежала ее подруга. Медведица, приметив новую жертву, погналась за ней и на время отвлеклась от нашей героини. В какой-то момент Виктория стала читать молитву «Да воскреснет Бог» и крест-накрест размахивала палкой перед мордой зверя. На какое-то время хищник переключился на нее, ударил лапой по спине, а после, по непонятной причине, отступился и вновь начал рвать меня. Виктория вырвалась. Несмотря на преклонный возраст, она сообразила добраться до очистных сооружений и вызвать службу спасения. Именно Виктория, добежав до населенного пункта, привела к месту трагедии охотников. Медведица их поджидала. Когда пришла помощь и охотники застрелили медведицу, Нину пришлось откапывать лопатами, а после экстренно госпитализировать. Травмы были крайне тяжелые. Зверь практически выел женщине бедра, руки, голову. Несколько дней за жизнь Нины боролись тындинские медики. После бортом санавиации ее доставили в Благовещенск, где она провела в больнице несколько месяцев. Несмотря на страшные травмы, женщина смогла выкарабкаться и к осени вышла на работу. И врачи, и охотники называли случившееся тогда чудом. Крепкие мужики не выдерживают когтей и зубов косолапого, а тут безоружная хрупкая женщина. Сейчас жизнь Нины П. идет спокойно. Она работает в ЧОП, навещает дочь Катю, которая теперь живет отдельно, обожает внучку. Каждый год они вместе стараются съездить отдохнуть. Героиня смирилась, что на ней навсегда остались шрамы от зубов и когтей медведицы-людоедки, и не стесняется носить летом платье. Хотя в первое время не могла даже смотреться в зеркало. Правда, одно изменилось в жизни Нины окончательно и бесповоротно.
Про походы за березовым соком и по грибы бывшей жертве косолапого хищника пришлось забыть. Страх не пускает амурчанку в тайгу. А на этом наш выпуск подошел к концу, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр. Но прежде чем мы попрощаемся с вами, расскажите, доводилось ли вам встречаться с медведем? А может быть, вы даже добывали этого зверя? Обязательно расскажите об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк, если выпуск вам понравился. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не подписаны, и активируйте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!